Вы никто мальчику. Мы будем искать кровных родственников, а если не найдутся за положенный период, тогда... Что, я могу забрать? Нет. Вскинула тоненькие ниточки брови сотрудница опеки. Нет, конечно. Ребенок пойдет туда, куда ему и положено, в интернат. Валентина Семеновна вышла из кабинета, не видя дороги. Глаза полные слез. Сил никаких не осталось. Что делать? Как вытащить Димку? Да что с ней все это происходит? Почему она раньше не позаботилась, чтобы оформить все по закону? Но кто же мог подумать, что так произойдет? «Валя? Валя Шапкина? Ты ли это?» Валентина Семеновна посмотрела, кто ее позвал. Мужчина, элегантный, может, ее возраста, а позвал-то по девичьей фамилии – Шапкина. Странно, кто бы это мог быть? А я смотрю, ты или не ты? Ты чего, Валюх? Я Петька Синицын. Вот те здрасте, 10 лет за одной партой, а ты меня не узнаешь? Я ведь совсем не изменился. Петя, ты что ли? Да уж, не изменился. И она впервые за долгое время улыбнулась. Ну, узнала? Ах ты моя спасительница Валечка. И он засмеялся, крупно, раскатисто, вспоминая, как она его спасала во время контрольных работ, а он за это приносил ей шоколадки. «А ты что здесь, Валюша? Работаешь?» «Ой, Петя, нет, все гораздо сложнее. Я завучем работаю, в лицее, а против них...» Она кивнула в сторону здания, откуда вышла. «Бессильно. Понимаешь, я сделать ничего не могу». Он заметил слезы в глазах школьной подруги, а она продолжила, переведя дыхание. «Не знаю, куда сунуться, у кого просить помощи, ведь по закону я никто, а он там плачет, понимаешь?» «Валюш, стой, ты вообще о ком и о чем? Хотя знаешь что, ты сильно торопишься? Давай так, у меня дело на 15 минут максимум. Вон, видишь кафе? Беги туда вот». Он покопался в кармане. «Вот, моя визитка. Если не сможешь меня дождаться, то позвони. Хорошо? Обязательно позвони. Слышишь? Не пропадай так. А лучше дождись. Я мигом, Валюш». Валентина Семеновна побрела в сторону открытого летнего кафе Пирожковой. Конечно, дождется. Ей все равно спешить некуда. Да и хоть пообщается с Петром. Может, он что подскажет. А если нет, то хоть поговорят. Ведь даже просто встреча вызвала у нее улыбку. Валентина Семеновна заказала кофе и маленькое пирожное. Сидела и смотрела в окно, забыв про кофе. Она прокручивала в голове все события жизни, пытаясь понять и осознать, как же так все могло произойти. Валя замуж поздно вышла. То училась, то за старенькой мамой ухаживала. Не хотела омрачать последние дни старушки. Отца уже давно не было, жили с мамой вдвоем. Она привыкла отдавать всю себя близким людям. Училась хорошо, чтобы мама ей гордилась, а потом и ухаживала за ней. На свидание не бегала, хоть и звали ее. И вот, когда мамы не стало, и она осталась одна, то начала задумываться о том, что пора бы и замуж выйти. Только вот где искать жениха и не представляла себе. Даже в голове портрета не было, как многие обычно себе рисуют образы своего суженого. Олег Дмитриевич был какой-то неухоженный, неприглаженный, как говорила про таких мама. Вот вроде бы и рубашка чистая, и старались ее погладить, а что-то не то. Они сошлись как-то нечаянно, внезапно. Валя тогда работала в школе учителем химии, а Олег физики. И вот что-то же притянуло их. У Вали было глобальное одиночество. 30 лет, не замужем, детей нет. Ну и пусть он не красавец, и сильных чувств между ними нет, но он заботился о ней. А Вале тогда именно заботы и не хватало больше всего. У Олега была дочь, Яна, но это ее не смущало, даже рада была. Это потом только Валя узнает, что Яна Олегу не дочь совсем, что бросила его жена и оставила ему маленькую Янку, пообещав забрать, но пропала. Закружила, завьюжила жизнь холостяцкая, мужика нашла.
Сначала помогала Олегу, присылала деньги, а потом укатила в другую страну, и след простыл. Яна была удочерена Олегом, она знала, что Олег не отец, но любила его как родного и по мере своих детских возможностей заботилась об отце как могла. Гладила, стирала, даже штопала. Такие они и достались Вале, неприкаянные. Янка росла девицей с характером. Она в штыки приняла Валентину, заявив той, что мама скоро вернется. Она звонила и обещала приехать. Навсегда. Понятно, что девочка сочиняла. Мать ее даже и не заявляла о себе. Но с детскими мечтами Валя не спорила, а просто старалась потихоньку наладить отношения с девочкой. И у нее получилось. Валентина сумела расположить девочку к себе, и та даже иногда называла ее мамой, отчего Валя улыбалась и была счастлива. Но Олег вдруг заболел. У девочки переходный возраст, все силы были отданы мужу, а девчонка связалась с плохой компанией и ночами напролет где-то гуляла. На призывы Валентины опомниться, взяться за ум, продолжать учиться, ответ был один: «Ты мне не мать». После чего она уходила гулять, а отец был не в том состоянии, чтобы заниматься воспитанием дочери. Олег проболел еще какое-то время и тихо ушел. Сказали, старые заболевания, вовремя не вылеченные. Сразу после похорон Яна собрала вещи и куда-то ушла. Пыталась Валя ее остановить, но куда ей было справиться одной? Переживала за нее, но и поделать ничего не могла. Даже в полицию обращалась. Да те только посмеялись и сказали, что как нагуляется, вернется. Так и получилось. Яна вернулась через месяц, а потом опять ушла. И теперь дома появлялась раз в полгода. Однажды пришла заметно поправившаяся, ей было уже 18. Была ласкова, как в детстве, говорила, что все осознала, что пойдет учиться, работать, просила прощения. «Ты беременна, Яна?» «Да», — говорит, опустив голову. «Он обещал, что мы уедем жить к морю, обещал многое, а сам...» Валя прижала к себе девочку и гладила по голове, успокаивая. «Не переживай, справимся, я с тобой». Она много раз повторяла эту фразу в минуты отчаяния девчонки, когда у нее что-то не получалось. «Я с тобой», — говорила Валентина. «Я с тобой, я рядом, мы совсем справимся, вместе мы сильнее». Роды у Яны начались немного раньше положенного срока. Димка родился слабеньким, они его выходили. Валя с первых дней жизни, как взяла его на руки, так и не хотела отпускать. Она смотрела на него и не могла налюбоваться. Маленький, беззащитный, но она с ним будет рядом, и они справятся. Я научилась, работала. Валя не могла нарадоваться на то, что у них все хорошо в семье. А когда Димке исполнился год, Яна заскучала. Стала ходить с подружками гулять, а потом начала пропадать. Прежняя разгульная жизнь затянула обратно. Она легко променяла материнство на свободу. Димка остался полностью на Валентине. Звал ее «моя бабуля» и крепко обнимал маленькими ручонками, прижимая свои горячие ладошки к Валиным щекам. «Бабуля моя, самая любимая, а ты меня любишь?» «Больше жизни». Этот маленький ребенок, едва научившийся ходить и говорить, уже боялся остаться без любви. И бабушка одаривала его этой любовью. Она всю себя отдавала этому мальчишке, а он не забывал напоминать бабушке, как сильно ее любит. Так и жили. Янка появлялась набегами, падала в ноги, молила о прощении. Валя с Димкой радовались, верили, но она опять уходила. «Ба, давай переедем», — сказал однажды Димка. «Куда же, Дим? И зачем? Как же нас мама тогда найдет?» «Вот и давай переедем, чтобы не нашла», — мрачно заявил мальчик. «Зачем она нам?» «Дима, она твоя мама», — тихо сказала Валя. Ей было так обидно за малыша, ведь каждому ребенку нужна мама, и бабушка не сможет заменить ее. Но следующие слова Димы полностью это опровергли. «Ты моя мама, ты меня воспитываешь. Баба,
Мне 10 лет, я уже взрослый. Я тебе обещаю, я никогда не поступлю, как она. Я выучусь, и мы с тобой уедем жить к морю. Да ты мальчик мой, я верю, верю тебе. Я всегда буду с тобой рядом. Не обижайся на маму. Я не знаю, как так получилось, что она такая выросла. Потом Яна не появилась ни через полгода, ни через год. А спустя 2 года после их последней встречи все и случилось. Пришли и сказали, что Яны больше нет, а Диму забрали, потому что по документам она, Валентина, ему никто. Валентина в своих раздумьях и не заметила, как пришел Петр. «Ну, рассказывай, что у тебя стряслось? Может, смогу помочь чем?» Она рассказала ему всю свою историю, ничего не утаила, хоть и стыдно было за некоторые моменты, за то, что она вот такая, совсем не та Валя, которую он знал. «Да, Валюша, дела. Ну что же, дело трудное, конечно, но вполне себе выполнимое. Петя, ты что, ты можешь помочь? У меня нет средств, но я могу продать квартиру Олегову. Она мне принадлежит. Я потом на Димочку все свое имущество перепишу». «Валя, спасительница Валюшка, знаешь что? Не обижай меня. Давай думать, как внука твоего вернуть домой лучше». Она билась за него, за своего мальчика. «Я с тобой, помни это», — говорила, глядя в перепуганные глазенки. «Потерпи. Прости меня, мой мальчик, что тебе приходится это терпеть. Прости. Я рядом. Всегда. Я заберу тебя». И забрала. Да, забрала. Доказали, что Димка с рождения с ней. Выиграли. Все на защиту Димкину встали. Мальчик вернулся домой. «А может, и девочку заберете тогда, раз у вас такие покровители?» Дама опять подняла тоненькие брови над мутными бутылочного цвета глазами. «Какую девочку?» «Как? Вы не знали? У вашей дочери еще ребенок, девочка. Одну минуточку. Вот, нашла. Анастасия Павловна, 2 года. Я, конечно, не принуждаю, но все же родные брат и сестра. Да и с такой бабушкой ребенок не пропадет. А я, в свою очередь, всячески посодействую». Димка очень обрадовался такой новости. «Баба, что, правда? Родная сестричка?» «Да, Димушка». И вот уже ковыляет по квартире такое маленькое чудо. Тянет тоненькие ручонки к бабушке, к братику. Признается в любви, как когда-то Димка. «Спасибо, Петя. Если бы не ты, мне страшно даже подумать, что было бы». «Да брось, Валюша, мы же друзья. Я своей Антонине, как рассказал, она уревелась вся. Сказала, что как хочешь, муж, но помоги». «Хорошая она у тебя, Петя». «Хорошая», соглашается Петр. «Очень хорошая. Ну, Валюша, не теряйся. Если что, я всегда рядом». «Спасибо, Петя». «Спасибо, дядя Петя». Тянет руку, как взрослый Димка. «Благодаря вам у нас вся семья в сборе». Спустя несколько лет, когда Димка уже поступил в институт, а Настя училась в школе, появилась вдруг какая-то дама, которая начала доказывать, что она родная бабушка Димы и Настеньки, предъявляла какие-то бумаги, требовала проведения тестов, но ее как-то приструнили. «Это моя квартира», — заявила она. «Я наследница своего супруга». «Какого супруга? Вы о чем?» — спросили ее. «Вы сбежали, оставив ему своего родного ребенка. Никогда не интересовались, как живет брошенный вами супруг и ваша дочь. Вы разведены много лет назад. Он был женат на другой женщине. Она является его наследницей. Вы тут каким боком? Дети вашей дочери на законных основаниях переданы человеку, который их любит. Мальчика с рождения растила, девочку с 2 лет. Кто вы, женщина? О каких правах вы заявляете? Неужели в вас нет ничего человеческого?» И женщина исчезла, как и появилась. «Я рядом», — говорят в трудную минуту уже выросшие Дима и Настя друг другу. «Я рядом», — говорят они своей любимой бабушке, заменившей им всех,
и маму, и папу, и всех-всех-всех. «Бабушка, я тебя так люблю!» Бежит на толстеньких ножках маленький Алешка, сын Димы. «Ты моя самая любимая бабушка на свете!» «И я тебя люблю, маленький мой!» Смеется счастливая Валентина Семеновна. Нам с Настей повезло, что ангелы послали нам нашу бабулечку, которая заменила нам родителей, и теперь уже мы ей говорим, что мы рядом. Такой тост произнес Дима на дне рождения своей бабушки. Он сдержал свое слово и увез бабушку жить к морю. И долго люди могли наблюдать, как интеллигентная, пожилая женщина идет по набережной с 2-3 малышами, которые наперебой признаются ей в любви и говорят, что они рядом. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.